Всем привет! С вами Navy Ball Animations, и сегодня я вам расскажу, почему я пропадал. Ну, вполне это логичный вопрос, потому что я не делал видео почти 2 месяца. И многие мои подписчики знают, почему я пропадал. Но если вы не знаете, то я готовился к экзаменам. А экзамены были сложными. И на этом видео я вам расскажу, как я готовился к экзаменам и как я их сдал. Надеюсь, вам понравится, а я уже начинаю ролик. Испугались? Да, я знаю, что вы испугались. Или, может, я ошибаюсь. Хотя, экзамены — это очень страшная вещь для 11-классников и 9-классников. Я сам закончил 9 класс и уже стал студентом. И на этом видео я буду разделять темы на темы. Ну и начну я с подготовкой. Если честно, то я не так часто готовился к экзаменам. Чаще всего я валялся на диване, смотрел Санджи и Крейга и сидел в соцсетях. А готовился я очень мало. Когда я закончил 8 класс и перешел в 9, то у меня сразу началась паника. Ведь чаще всего в рекомендациях попадались ролики про экзамены. И после того, как я посмотрел несколько из этих видео, то я понял, что после экзаменов мне жить не удастся. А через несколько дней я уже забил на экзамены. Пофиг. Ёкарный бабай, надо что-то делать! Вот только когда осталась 1 неделя, у меня опять началась паника. И я начал много готовиться к экзаменам. Но в мозге мало чего осталось. И поэтому я смотрел еще туториалы на ютубе. Я смотрел много видео, как писать эссе, как упростить выражения, что такое тангенсы и котангенсы, что такое сложно сочиненные предложения, ну и так далее. Ну и вот как я подготовился к экзаменам. А сейчас я вам расскажу то, что было в экзаменах. Ну что ж, а теперь начнем с самих экзаменов. Скажу сразу, что я сдал 4 предмета. И это казахский, математика, русский и 1 предмет на выбор. И я выбрал английский, но так как я этот предмет больше всего знаю. И сам могу идеально говорить на английском. И 2 экзамена были средними, а другие 2 очень сложными. И начну я с казахского языка. Потому что это мой самый первый экзамен, а во-вторых, я казах и живу в Казахстане. Родился в Казахстане. И я чистый 100% казах. Но экзамен по казахскому все равно надо было сдавать. И вот когда начался мой первый день сдачи экзамена по казахскому языку, я встал очень рано, немного подготовился, сделал вдох и выдох и пошел в школу. И потом, когда я пришел в школу, я встретил своих одноклассников и своих друзей. И когда я спросил своим друзьям, как вы думаете, насколько казахский язык будет сложным? Мой лучший друг ответил то, что казахский язык очень легкий, а вот другие мои друзья не знали. А дальше я с друзьями поговорили на других темах разговора. А когда прозвенел звонок, классная руководительница пришла и сказала то, что мы будем сдавать свой первый экзамен. Был еще завуч, который дал нам задание, директор пожелал нам удачи, а еще учительница казахского языка и ассистент, которые нам иногда помогали. Но они нам не так много помогали, и поэтому пришлось писать экзамен самому. И кстати, обычно мы в классе сидели вдвоем, но когда начался экзамен, нам пришлось сидеть поодиночку. Но зато камер наблюдений нет, только учителя и ассистенты следили за нами. Ну, еще мы сдавали телефоны и сумки. Они нам дали 2 часа, чтобы написать экзамен, а в экзамене надо было писать эссе от 170 до 200 слов. Терпеть не могу эссе. Каждый урок казахского и других уроков я ненавидел писать эссе. То непонятно, что писать, то темы какие-то сложные, то в ум постоянно не приходит. Но все равно в экзамене приходилось писать эссе. И когда в экзамене я посмотрел тему эссе, то я удивился.
Ведь тема в эссе не такой уж сильно сложной, а скорее всего средним. Но очень сложным было из-за того, что надо было писать эссе от 170 до 200 слов. У всех моих одноклассников разные темы, а название моей темы про покорение космоса. Сразу скажу, что тема не такая уж и сложная, но про космос мало чего знаю. Но мне приходилось писать то, что я знаю. И в начале эссе я написал то, что Казахстан знаменит благодаря космосу. А в середине эссе я написал про космические гонки, история создания Байконура, отправление первых животных в космос и отправление первого человека в космос. Я еще написал то, что после развала Советского Союза еще несколько людей летели в космос. А также я написал концовку. И все это я написал в черновике, а потом перешел на чистовике, чтобы ошибок не было. Но самое странное, это когда время вышло и уже пора сдавать чистовики, я тупо закосячил концовку. И когда надо было завершить эссе, я забыл написать слово, подводя итоги или типа того. Ну а также несколько ошибок в середине. И после проверки я по казахскому языку получил 4. Если бы я не закосячил, то я бы получил высокий шанс получить 5. Но 4 тоже сойдет. А теперь переходим к математике. В математике было почти то же самое. Пошел в школу, встретился с друзьями, сели на свои места, нам дали бумажки, и мы писали математику. А это, между прочим, гораздо сложнее казахского языка. Заданий здесь очень много, и многие из них сложные. В этом экзамене 20 заданий, и 10 из них тест, а другие 10 заданий письменные. И там надо было писать решения, формулы, итоги и так далее. И, кстати, мне математичка сказала то, что у меня 2/4 5, а другие 2/4 4. И если у меня в экзамене будет 5, то в аттестате у меня будет 5 по математике. И мне нужно поскорее стараться. Позже, когда пришла ассистент, то она дала мне вот, а точнее вот. Я даже удивился, ведь я тест еще не знал и не делал. И теперь я сделал тест, остались только письменные задания. Но я не до конца понимал, как эти задания делать. И ко мне пришла математичка и объясняла, как эти примеры решать. Но даже если она объясняла, то я все еще не так хорошо понимал. Но позже, когда мой мозг наконец-таки включился, я теперь знаю, как эти примеры решать, и быстренько все это сделал. Но есть еще кое-что странное. Это когда время вышло и пора уже сдавать бумажки, то мне осталось сделать последних 2 задания. И я такой, да пофиг, все равно 5 по математике получу. Но в итоге я получил 42 балла из 50. И это тоже 4. Мне буквально не хватило 1 балл до 5. Всего лишь 1 балл. И итого я в аттестате получил 4. Эх, вот я болван. А теперь можно переходить к русскому языку. Ну что ж, время русского языка. И на этом экзамене я делал меньше всего косяков, чем остальные. И этот экзамен легче, чем математика и казахский. Но я не буду говорить, что было до начала экзамена, ведь я уже все рассказал, и здесь было почти то же самое. Лучше я буду говорить то, что было в экзамене. В экзамене написан текст, в котором надо выполнять задание. И здесь всего 3 задания. В первом задании надо написать синонимы, в втором задании надо исправить предложение, а в третьем задании ответить на вопросы. Первое и третье задание я сделал с легкостью, а в втором задании я немного заморался. Но вдруг мой мозг снова включился, как это было в математике. И я быстренько решил второе задание, и все. Русский был легким, я в аттестате получил 5. Думал, что будет сложно, но на самом деле нет. Ну а теперь самый последний урок — это английский язык.
И вот теперь самый последний экзамен. Это английский язык. Я выбрал этот предмет, потому что он легкий, и я английский знаю с раннего детства. И, кстати, есть один интересный факт. Из моего класса никто английский язык не выбирал. И все мои одноклассники выбирали разные предметы, типа как география, биология, химия, физика, литература и другие. Ну еще классная руководительница обещала то, что мы будем сидеть в кабинетах отдельно. Но в школе она сказала, что мы будем сидеть в одном кабинете. Я сам не знаю почему. Наверное, из-за того, что я один выбрал английский, а другие выбрали другие предметы. И мы сели в одном и том же кабинете, где мы сидели и ранее. Ну а также в кабинете сидели очень много учителей. Обычно в экзаменах сидели только учитель и ассистент, а в предметах на выбор целая толпа. Задания здесь очень простые. И все задания связаны с работой с текстом. А текстов всего 2. И то они короткие. И там надо было писать правду или ложь, ответить на вопросы и так далее. И я все это сделал. Написал все задания и вышел самым первым. И на английском языке я получил 5. В итоге я могу сказать то, что экзамены очень сложные, но написать на 4 и 5 возможно. И самое главное, что не надо ныть во время экзаменов и верить в себя, то, что ты можешь написать экзамены. И кстати, после самых тяжелых и трудных экзаменов я и мои одноклассники устраивали чаепитие. Мы пошли в свои кабинеты и принесли кое-что вкусное, чтобы немного поесть и отдохнуть. И самое грустное, это когда я скоро пойду в колледж, я не встречусь с многими одноклассниками, которыми я дружил. Надеюсь, в колледже со мной будет все нормально. И скоро я, возможно, поступлю на грант. С вами был Navy Ball Animations, и всем пока! Слышь? Слышу. И что? Вот и сели на место!